Что? 32? 32? Игорь, ты в своем уме? Да она в матери тебе годится. Не обращая внимания на гостью, мать Игоря высказала сыну все, что думала по поводу его невесты, с которой он встречался 2 года, и, наконец-то, они решили оформить свои отношения официально. «Мам, прекрати!» «Любовь Дмитриевна, у нас разница с Игорем в 3 года. Разве это критично?» С недоумением смотрела невестка на будущую свекровь. «Что прекрати? Что прекрати?» Не обращая внимания на Надежду, Люба строго смотрела на сына. «Поэтому ты ее от меня скрывал? Ты что, наврал ей про свой возраст?» «Любовь Дмитриевна, для тебя можно просто Люба. Ты, милочка, считай мне ровесница. Мой сын младше тебя на 8 лет. Ты для него не пара. Да еще у тебя 2 довеска в придачу. Кому их на шею хочешь повесить? Ребенку моему?» Ошарашенная от приема Надежда подорвалась и выскочила из гостиной в прихожую. Она больше не намеревалась терпеть унижения от вздорной бабы, которая за 5 минут общения смогла растоптать в пыль надежду в светлое будущее с Игорем. «Надюш, подожди, не обращай внимания, давай дома поговорим». «Игорь, ты не понял? Больше не будет никакого дома. Я настаиваю. Прошу тебя, забери свои вещи, и на этом все. Ты меня обманул». Надежда быстро собиралась, накидывая верхнюю одежду. «А ведь можно было избежать скандала, если бы ты сказал мне правду». «Надюш, не кипятись, я виноват, но ты бы не посмотрела в мою сторону, да? Я влюбился в тебя с первого взгляда. Ты единственная женщина, которая мне нужна. Мне плевать на мнение мамы. Главное, что мы любим друг друга. Я же предупреждал, что со знакомством надо повременить, но ты не захотела меня слушать». «Повременить? Ты в ЗАГСе, что ли, хотел нас представить друг другу, чтобы она там прилюдно наговорила гадостей?» «Мы вместе почти год живем. Сколько еще нужно было ждать подходящего случая?» «Нет, Игорь, отношения на обмане не строятся, тем более брак. Твоя мама ясно обозначила свою позицию. Она не даст нам житья, так что лучше расстаться сейчас. Не надо меня провожать, а вещи заберешь потом». Надя не захотела продолжать отношения с Игорем и тем более выходить за него замуж. После знакомства с несостоявшейся свекровью молодые расстались, несмотря на бесчисленные попытки Игоря помириться с любимой. Надя была непреклонна. «Сашуль, чай будешь с малиновым вареньем?» Дмитриевна подчивала дорогого гостя на кухне. «Любаша, как же все вкусно!» Нахваливал он блинчики хозяюшки, которые уплетал с большим аппетитом за обе щеки, запивая ароматным чаем. «Ты моя сладенькая!» Притянул он к себе женщину и усадил на колени. Голубки заворковали. Их задушевную беседу нарушило неожиданное возвращение Игоря. После разрыва с Надей он снова вернулся домой, но приходил ночевать пару раз в неделю, остальное время кантовался у друзей. Люба вздрогнула и поспешила навстречу к сыну, чтобы предупредить его о госте. «Это мой Игорь пришел, сейчас я вас познакомлю», — объяснила она Саше. «Мать, где мои тапки?» — послышался бас из прихожей. По тону Люба почувствовала неладное. «Опять напился», — поняла она. «У нас гости?» Игорь дернул за рукав мужскую куртку на вешалке так, что она с треском слетела, оторвалась петелька. «Игорь, ты пьян! Дай сюда!» Мать вырвала куртку кавалера и попыталась ее повесить назад. «Где ты успел так надраться?» Просила же не пить. «Ну что ты как с цепи сорвался?» «А ты будто не знаешь, да?» «Где мои тапки? Кто обул мои тапки?» «И что, мне теперь босиком ходить?» — горланил молодой хозяин. «Иди проспись!» Люба попыталась втолкнуть сына в спальню и не допустить его на кухню, чувствуя, что хорошим встреча сына, пришедшего на бровях, с ее кавалером не закончится. В таком состоянии Игорь способен наломать дров и опозорить ее.
Месяц назад Дмитриевна на дне рождения подруги познакомилась с племянником этой самой подруги. Сашка оказался весьма приятным собеседником. Одинокий мужчина, за его плечами был неудачный брак, обратил на нее внимание и приударил за Любашей. Так он называл ее с первых минут знакомства. Отношения развивались стремительно, и после нескольких походов в кино и театр Александр предложил женщине съехаться. Люба впервые за долгое время почувствовала себя женщиной, которая все еще может вызывать у мужчин интерес. Супруга не стала 10 лет назад, так что она давно отдала дань его памяти и за все эти годы не запятнала себя в подозрительных связях с противоположным полом, соблюдала траур, как полагается. Люба была в раздумьях над предложением Александра жить вместе, причем на ее территории. Но женское сердце давно истосковалось по мужскому теплу, и она с радостью согласилась бы, но нужно было как-то объясниться с сыном. Она очень боялась этого разговора. Игорь в последнее время вел себя отвратительно, и его реакцию легко можно было бы предсказать, поэтому Любовь тянула с совместным проживанием, но охотно принимала Сашу у себя в квартире. Сконфуженная Дмитриевна поняла, когда неожиданно заявился Игорь, что бури не избежать. «А я выспался. Чего ты меня спать-то укладываешь? Я вообще-то есть хочу. Дай чего-нибудь пожрать». «Игорь, что за словечки? Откуда ты их нахватался? Где твое воспитание?» Пыталась осадить мать сына. «Где? А ты не догадываешься?» Игорь шел прямой наводкой на кухню, ухмыляясь поведению матери и чувствуя, как она волнуется. «Здравствуй, Александр!» – поздоровался и протянул руку Игорю гость. «Это ты ради него так вырядилась, мам?» В глазах Игоря мелькнул насмешливый огонек. Он не ответил на приветствие. «Да, и давно у вас?» – обратился Игорь к Саше. «Что? Ну, любовь крутите за моей спиной. Давно?» «Игорь!» – одернула его мать, заливаясь краской, как девчонка. «Нет, ну а что я, собственно, такого неудобного спросил? Имею полное право знать, с кем встречается моя мамочка. Вон, тапки мои ему подогнала. Значит, серьезно?» смутился Сашка. «Сейчас альфонсов развелось, как поросят недорезанных. Надо ухо держать востро. Чего доброго отожмут вот такие жилплощадь. Им это как два пальца об асфальт. Мам, он же к нам не собирается переезжать. И ты бы паспорт у него проверила для начала. А лучше его пробить. У меня знакомые в милиции есть. Мало ли, чем он занимается. Может, у него вот таких дамочек, как ты, полная коробочка. Коллекционер, блин. Любаш, я лучше пойду. Да что ж там, сиди, коли пришел. Не буду мешать семейной идиллии. Игорь развернулся и собрался выйти из кухни. Но вдруг остановился и спросил у матери, глядя ей в глаза: «А лет-то ему сколько?» «Что?» Люба готова была провалиться со стыда. «Что?» – передразнил он мать. «Он же не дама, чтобы скрывать свой возраст. Правда? Как там тебя, Ваня?» «Александр», – поправил Игоря мужчина. «Да понял я, Коля», – с издевкой говорил Игорь. «Так сколько тебе, дружбан?» 35. «Ха! 35! Да ты же ему в матери годишься, мам! Он же почти мой ровесник. Во дела! И как же мне его звать прикажешь? По имени или батей?» «Игорь!» – почти завизжала Любовь. «Ты же не собираешься ему рожать? Хотя, какое мое дело-то? Главное, теперь все счастливы. Правда, мам?» Игорь злобно оскалился. Любовь больше не проронила ни слова. Александр ушел молча, не дожидаясь финала. Довольный своим выступлением, от которого сбежал по-английски кавалер матери, Игорь с полным чувством выполненного долга завалился спать в одежде. А Дмитриевна проревела полночи на кухне. Сашка был на 10 лет ее моложе.
Он не скрывал своего возраста, да и она не ощущала разницы. У них было много тем для общения. С ним Любе легко и весело. Она влюбилась и подумала, а почему бы и нет? Только сейчас, когда Люба оказалась на месте Надежды, осознала, как плохо поступила по отношению к возлюбленной сына. Она не имела никакого права лезть в чужие дела. Говорят, что сытый голодного не разумеет. Вот так и с Дмитриевной. Как пелена упала с глаз. Люба поступила как эгоистка, разрушив счастье сына. А он ведь любит Надю. Стал назло матери выпивать, грубить. Она, Люба, виновата, что жизнь сына покатилась под откос. Это ее ошибка. А ошибки надо вовремя исправлять. Теперь все счастливы. В матери годишься. Звучали слова сына в голове у Дмитриевны, как справедливый упрек в ее адрес. Ну и наворотила Люба дел, только ей и под силу исправить содеянное. Надя ведь не слышать, не видеть Игоря больше не желает. Хорошо же мамка постаралась. Обидела Надежду. Загнула, конечно, в матери годится, с разницей в 8 лет. Перегнула палку, переборщила не то слово. Можно ли простить такое хамство с ее стороны? Захочет ли Надя с ней разговаривать? Плакала Дмитриевна, испытав укол совести, искренне раскаиваясь в своем поведении. «Игорь, куда вы едете?» «А, поняла. Хорошо, привозите девчонок». «Конечно, конечно, посидим. Ну как не посмотреть за внучками?» «Ага, угу, поняла. Сейчас Сашеньку отправлю за пюрешками». «Да ладно, сами разберемся. Вы только с Надей поосторожнее. И не гони, пожалуйста». Заливалась соловьем Люба от звонка сына, который попросил мать присмотреть за детьми. Люба изменилась, помирила сына и Надежду, выпросила прощения у невестки и девочек ее приняла, внучками их зовет, а они ее бабулей. А еще невестка подарила ей внучку, Верочку. Бабуля в ней души не чает, но и, конечно, ни родных внучек не обижает, гостинцами всех балует. А Сашка помогает Любе за внучками присматривать, когда родителям по делам нужно отлучиться. И с Игорем они как друзья. У мужчин всегда много общих тем для общения найдется. Все можно исправить в жизни. Главное вовремя тормознуть на повороте и не проскочить точку невозврата, не наговорить человеку лишнего, суметь смолчать, не навязывать своего мнения, ведь так легко сломать, а потом пойди, почини. Хорошо, что Наденька великодушна и нашла в себе силы простить Дмитриевну. И как Игорь счастлив, словами не передать. У нас теперь полный комплект: вера, надежда и любовь. Радуется он за семейным столом в компании самых близких и родных людей. А что еще для счастья надо? Главное — погода в доме, все остальное — суета.